Consequence. Former. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о замечательном приложении, которое лично для меня оказалось самым полезным для изучения английского. The distinction had perhaps been felt too strongly. It had given him disgust to his business, and to his residence in a small market town. Полезным во всех аспектах, и это не только чтение, но об этом позже. А пока о самом приложении. Интерфейс достаточно интуитивный, но есть нюансы. Если перевод для данного контекста не подходит, смотрим другие значения в словарях. Нужные словари загружаем здесь. Для оффлайн перевода здесь. Что касается текста, Яндекс переводит обычно лучше, чем встроенный Google, что мы и наблюдаем в данном случае. Впрочем, иметь выбор – это всегда хорошо. Google иногда тоже бывает полезен. Нажимаем на номер страницы, ползунок в начало – это потому, что книга открыта впервые, потом позиция будет сохраняться. Номер страницы и значок меню справа внизу появляются при движении текста. Левую панель открываем так или просто свайпом слева. Для возврата назад после перехода по ссылке нажмите на номер страницы, и по бокам от шкалы прогресса чтения появятся кнопки вперед-назад. Чтобы шкала чтения исчезла, тапните по экрану в любом месте, кроме края. Если это PDF-файл, по понятным причинам настроек будет меньше. Ну а здесь шрифт и все остальное настраивайте, как вам нравится. Можно разрешить поворот текста, но нужно сделать это и в настройках устройства. Выделенный текст и переводимые слова копируются в буфер обмена автоматически. Если нужно перевести в Яндекс.Переводчике, а не через его расширение в Bookus, вам не надо ни копировать текст в Bookus, ни вставлять в переводчик, если добавлена быстрая команда Siri «Перевести скопированный текст».